Всем привет! Ну вот достал я два своих агрегата, скарификатор и газонокосилку. Сейчас в двух словах расскажу, на что обратить внимание при выборе газонокосилки и скарификатора. Ну сначала первый ролик про газонокосилку, второй про скарификатор. Или наоборот получится, не знаю как. То есть определенные вещи, которые при выборе вам будут очень полезны. Я говорю исключительно свое мнение, какой брать скарификатор, какой не брать. Был у меня электрический Bosch с плавающими ножами. Честно вам скажу, намучился я с ним. 15 минут он работает, полчаса отдыхает. У него какая-то тепловая защита срабатывает. Ну, в общем, я за бензин, да. Ну, в принципе, электрический, бензиновый, аккумуляторный. В принципе, разницы большой нет. Плюс бензинового в том, что он тяжелый, как бы. Он идет и режет. Поэтому... Ну вот его плюс, да. Единственное, на что обратите внимание, что у скарификатора должны быть ножи. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот ножи. Все остальное, пружинки, там какие-то плавающие ножи. Ребят, все это ерунда. Я все перепробовал. Работает только это. Да и опять же, давайте так серьезно говорить. Во-первых, я совсем не понимаю все эти пружинки, зачем они нужны. Ну, какая-то непонятная штука. Ну ладно, бог с ним, пускай это только мое мнение. Но давайте говорить про серьезную технику. Вот покажите мне хоть одну профессиональную, полупрофессиональный скарификатор, у которого есть пружинки. Таких не бывает. Ни у Штиля, ни у Husqvarna, ни у Викинга. Нет там пружинок. Они не нужны. Это я вообще не знаю, зачем, кто это придумал. И цель этого, что это вычесывает газон, я имею в виду ножи, что то пытается, что пружинки пытаются вычесать газон. Ну, делают они это крайне плохо, да и в принципе, ну а зачем? То есть в этом нет никакого смысла. Единственное, на что я бы обратил внимание при выборе на сегодняшний день скарификатора, это на запчасти. Вот на эту красоту сейчас стоит поменять ножи 20 тысяч. Вы знаете, я вам честно скажу, я его добиваю. Не то, что добиваю. Ножи как бы сносятся. Слушайте, пойду себе куплю какой-нибудь там, я не знаю, там, Патриот, Чемпион. Слушайте, там выбор миллион. То есть ножи стоят 3-4 тысячи. У скарификатора простая задача собирать войлок. Все. Мощность, тяжесть собирает войлок. Модель, ну я еще раз говорю, не столь она важна, как бы. Ну, электрический, легкий. Аккумуляторным я не пользовался. Если крутит и едет, ну тоже нормально, как бы. Ну, с электрическим, я еще раз говорю, у меня был очень плохой опыт, поэтому я на это дело плюнул. Точнее, не плюнул, я просто этот Bosch с плавающими ножами другу отдал. У него, благо, там 2 сотки, у него он работает. Он там с этими ножами мучается. Мне эта радость не нужна. И еще, друзья мои, что важно, я уже всех к этому призываю, уже много раз об этом сказал. Не путайте, пожалуйста, скарификатор и аэратор. Это разные вещи. Никакой скарификатор вот с такими вот ножами вам ничего никогда не проаэрирует. Это глупость, которую придумали, я не знаю, с какой целью как бы. Но ножи, они нет, это не культиватор, ребят, ну не культиватор это, ну не надо пытаться из одного сделать другое. Это скарификатор, им не надо резать почву. Точнее, не то, что не надо. То есть, когда вы делаете скарификацию, вам прорезать почву не надо от слова совсем. Можно им чуть-чуть подрезать почву, но только в том случае, если вы сеете или подсеиваете газон. Все. В других случаях опускать его ниже уровня земли не нужно. Я вас очень прошу, запомните, этого не нужно делать. Опять же, если у вас остается войлок, как я уже не раз говорил, там, ну, максимально это 0,7 мм, но если у вас остается войлок там 0,2-0,3 мм, это для газона полезно. Не надо вычесывать его с каким-то рвением бешеным. Ну, не нужно этого делать, не делайте. Во-первых, вы этим гробите свою технику. Во-вторых, в этом нет никакого смысла. Войлок на газоне нужен. Я уже не знаю, я уже повторяю это, ну я не знаю сколько раз.
он вас спасет, этот войлок. Ну вот 0,3, 0,5 вообще нормально это. Он вас спасет в сильную жару. Войлок вам будет удерживать влагу. И это очень важно. Я признаюсь, ребят, я весной войлок убираю, ну, оставляю там 0,1-0,2 миллиметра. Но когда перед наступлением сильной жары я перестаю собирать в травосборник. Я начинаю мульчировать, чтобы именно и создать этот войлок 0,5-0,7 миллиметра. То есть не надо, я еще раз говорю, вычесывать его, как кто это придумал, зачем, это неправильно. Ну и не экономьте на масле, конечно. Я пользуюсь вот таким. Масло вроде нормальное, не вроде, а хорошее. Вот на чем, а на масле экономить точно не нужно. Ну вот, друзья мои, вот так вот выглядит масло после 30 моточасов. Я меняю 2 раза за сезон. Вот он, пожалуйста. Менять его или не менять? Я думаю, тут вопросов нет. Вот первое масло, ребят, было с газонокосилки, которая отработала примерно 30 моточасов. А вот это вот с карификатора, который отработал, слушайте, ну примерно 3 моточаса. Ну что, менять, конечно. Я потом поподробнее расскажу, как, зачем, чего, почему. Ну вот сейчас еще раз покажу масло со скарификатора, которое отработало, ну я говорю, где-то часа 3-4, не больше. В общем, смотрите, девочки, кто не поймет, хотя это, наверное, больше мальчики уже. Масло, ребят, в принципе чистое, но менять его нужно обязательно. Ну, дальше поподробнее сейчас расскажу. Вот такое масло. Она вообще идеальная. Еще раз, ребят, повторюсь, что гипер просто важен для бензиновой техники. Это у нас масло, бензин и фильтр. Я вам выше показал, как бы, какое масло вот у скарификатора и какое у газонокосилки. У скарификатора, в принципе, масло идеально чистое. Но написано в инструкции менять масло либо раз в 50 моточасов, либо раз в год. Меняете раз в год. Вот у меня получилось фактически вот здесь 30 моточасов в газонокосилке, а в скарификаторе получилось 4 моточаса год. Я меняю масло в обязательном порядке. Кстати, может быть, это автомобилистам пригодится. Я не знаю, откуда у нас эта тема. У нас почему-то на садовой технике пишут, что замена масла раз в 50 моточасов, а на автомобилях это не пишут. И очень многие меняют масло категорически либо раз в год, либо раз в 10 тысяч, либо в 15. Это глупость полнейшая, как бы. Масло нужно менять не реже, чем раз, на автомобилях я имею в виду, раз в 250 моточасов. Вы можете проехать 1000 километров, но намотать 400 моточасов. У меня ситуация такая была, проехали 4000 километров, намотали 400 моточасов. Любое масло рассчитано строго, максимально 250 моточасов. Это про автомобиль я говорю. Про садовую технику, как бы, минералка, по-моему, 50 моточасов. Но это смотрите уже по инструкции. Поэтому гипер важно. Бензин, фильтр, масло. То есть это прям, если хотите, чтобы техника у вас работала, простые правила, следуйте им, пожалуйста. Как бы, если не хотите угробить свою технику. Ну и на масле не экономьте, покупайте хорошее. Как бы. Не так оно дорого стоит, там раз-два раза в год поменять, ну ни о чем это.